Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня представляю вам давний проверенный рецепт вкуснейшего торта медовик. Крем для торта готовится из сливочного масла и сгущенного молока. Берем глубокую миску, яйца взбить с сахаром. Яйца и сахар взбить с миксером до однородной массы. Добавить 500 грамм масла. Перемешать до растворения масла. Добавляем молоко, перемешаем. И мед добавляем. Еще раз перемешаем. Добавили ваниль. Все хорошо перемешать. Готовую смесь поставить на водяную баню. Постоянно перемешиваем. Когда сахар растворится, снимаем кастрюлю с огня. Посуду с массой поставить в сторону. Добавить 2 чайные ложки соды без горки. Перемешать. Только потом добавить муку около 700 грамм. Если тесто покажется слишком жидким, тогда добавьте еще 1 стакан муки. И замешиваем тесто сначала ложкой, затем, когда тесто становится более густым и мешать тяжело, рукой. Домешиваем тесто. Вот такое мягкое медовое тесто у нас получилось. По рецепту тесто оставить на ночь, но я торопилась и не оставила тесто на ночь. Как видите, тесто получается липким. Готовые и остывшие тесто скатать в колбаску. Тесто разделить на 8 частей. Скатываем шарики. Шарики собираем в миску и накрываем пленкой, чтобы не высохло. Выложить 1 кусочек теста на присыпанный мукой рабочий стол и раскатать скалкой. Тонко раскатываем медовые коржи. Переносим корж на противень с пергаментной бумагой и выпекаем. Накалываем корж вилкой, чтобы не воздувался во время выпечки. Отправить корж в разогретую до 170 градусов духовку на 3 минуты. Время выпечки и температуру нужно приспосабливать к каждой духовке индивидуально. Проделать все эти маневры с оставшимся тестом. Сразу после выпечки, еще в горячем виде, сверху кладем форму нужного диаметра, у меня 28 сантиметров, и обрезаем корж по форме, так как, остывая, он становится твердым, будет крошиться и ломаться. Обрезки не выбрасываем, они понадобятся для посыпки боков и верха торта. Сделать крем для медовика. Размягченное масло сливочное 500 грамм. Взбить миксером до белей, пока масса не станет гладкой и однородной. Вливаем сгущенного молока и также добавляем ванилина для придания аромата. Спасибо за лайк и подписку. Подписывайтесь на мой канал. Добавляем 100 грамм сахарная пудра
И продолжаем работать миксером около 3 минуты, пока сладкая смесь не напитается кислородом и не станет более воздушной. Продолжаем взбивать массу для смешения ингредиентов. Нежный и густой крем из масла и сгущенки готов. Собрать торт медовик. Оставшие медовые коржи смазываем сливочным кремом. Накрыть следующим коржом и слегка прижать. Таким образом уложить все коржи. Я приготовила торт медовик первый раз с вами вместе. Сочетание нежных и мягких медовых коржей, воздушного сливочного сгущенного крема не может оставить равнодушным никого. Смазываем кремом бока и верх торта медовика. Далее обильно посыпаем торт измельченными в блендере остатками от коржей и украшаем по своему вкусу. Торт медовик получается сладким, нежным, как печенье, изумительно вкусный. Готовый медовый торт убираем на ночь для пропитки, только не в холодильнике. Посыпаем шоколадной крошкой. Классический медовик – проверенный рецепт, который гарантированно работает. Это самый настоящий, самый правильный медовик. Попробуйте и убедитесь сами. Вот он, тот самый настоящий медовик. Торт получается достаточно высоким, красивым, ровным. Коржи нежнее, ароматные, тающие, хорошо пропитываются, довольно мягкие, но держат форму, не раскисают в кашу. Нарезаем торт на порционные кусочки, завариваем вкусный чай и наслаждаемся самым вкусным медовиком. Приятного вам аппетита и удачной выпечки!